Всем привет! Сегодня мы покажем вам, как мы делаем букет с 3 подсолнухами. До этого мы уже снимали оформление одного цветка. Сегодня мы сделаем букетик чуть-чуть пообъемнее. У нас будет, как я уже сказала, 3 подсолнуха, ягоды калины, зелень эвкалипт популус, вот такой вот интересный листик дуба. Смотрите, он приходит в итальянских миксах сразу же с небольшими шляпками желудей. И наш крашеный листик дуба красного цвета. Начинаем мы, как всегда, с зелени. Сначала мы выложим форму. Так как у нас есть листья популуса, то мы снова можем выложить немножко овальный вариант нашего букета. Выкладываем мы жесткие листья, желательно поставить по бокам, потому что они будут немножечко поддерживать листья популуса и не давать ему падать вниз. А более нежные листочки вы можете поставить в центр. А если сначала выкладывать подсолнухи, а потом обрамлять зеленью? Нет, мы можем испортить цветочек. Посмотрите, подсолнух, несмотря на то, что это стойкий цветок, он очень нежный. Он очень нежный. И даже вот буквально если сломан какой-то один лепесток у подсолнуха, то он уже выглядит немножечко небрежно. Поэтому все-таки начинайте с зелени, тем более у нас зелень такая с желудями, так немножечко грубая. Поэтому лучше начинать, конечно, все равно с зелени. Так, теперь мы воспользуемся нашим листом. Посмотрите, да, он у нас высокий, поэтому мы приблизительно вот так примерим. И увидим, что мы можем его разделить тоже на 2 части. Одного листа дуба хватает для того, чтобы использовать его в букете с 3 подсолнухами. Да. В принципе, этот вариант букета получается достаточно объемным и, опять же, по цене не столь дорогим. Давайте посчитаем. У нас 3 подсолнуха, они по 300 рублей, то есть 900 рублей уходит на цветы, калина. Мы еще добавим, забыла сказать, 2 клематиса для украшения букета, но вы можете этого не делать, вы можете использовать колоски или какие-то другие декоративные элементы, которые снизят стоимость вашей композиции. Красиво смотрятся камыши, то есть вы тоже можете вот так поставить камыши, тем самым подчеркнув тоже линию вашего букета. А вот в такой форме можно сделать, если букет тоже односторонний, когда ты вот так можно. выложила листики? Можно, конечно, можно. А можешь приложить, показать, как это могло бы быть? Мы будем делать круглый букет. Ну, просто вы поставите все подсолнухи вот на разном уровне, но, соответственно, лесенкой, да, и чтобы они были все повернуты непосредственно на вас. Тогда и вы получите односторонний. Вот мы выложили нашу форму. Посмотрите, какой у вас сразу будет объемный букет. Хотя у нас не так уж и много здесь зелени. Просто популус позволяет вам вот так вот развернуть букет. Ну и листья дуба, они тоже большие здесь довольно-таки. И они тоже увеличивают объем вашего букета. Вообще старайтесь для больших цветков, такие как подсолнухи, гортензии, брать зелень с крупным листом, чтобы все это соответствовало в композиции друг другу и поддерживало объем букета. Вот у нас такой выбрали калину. Вот посмотрите, да, постарайтесь тоже выбирать ее вот такую, чтобы веточки у вас расходились в разные стороны, потому что есть кустики, где калина вот так вот сконцентрирована, а есть вот такая развесистая. Я предлагаю вам брать в такие букеты развесистую, чтобы она попала сразу в несколько сегментов у вас. И одной веткой вы тогда заполните весь объем. И она будет видна, соответственно, из многих ракурсов у вас. Ну, вот, предположим, можно было бы... Куда нужно-то? Вот таким образом. Видите, посмотрите, она у вас попала совершенно в разные стороны. Ну вот, мы закончили выкладку нашей зелени, а теперь можем, соответственно, прикладывать подсолнухи. Вот посмотрите, да, насколько это творческий процесс, и вы можете приложить так, как вам нравится. Вот листочки мы все сохраняем, да, потом мы это будем использовать в корзиночках ваших. Так. Самый простой способ – это поставить подсолнухи по треуголке, но здесь важно
помните одну вещь, по треугольнику, да, вот по такому широкому и размашистому треугольнику. Самое главное, чтобы вы понимали, что когда вы поставите первый подсолнух, все другие, или точнее два других, вы должны поставить таким образом, что если вы будете смотреть на первый подсолнух, он не закрывал два других. Так, чтобы не получилось, что вы поставили вот этот подсолнух, и за него загнали два других, и тогда уже никто не поймет, что у вас букет из 3 подсолнухов. Именно ставите вот в эти проекции, чтобы были видны 3. Хотя вы можете их поставить вот таким образом, да, и тогда человек какой бы стороной не повернул свой букет, да, один сюда, и третий, соответственно, поставить вот сюда. И тогда все 3 подсолнуха будут видны. С этой стороной 1, а с этой, соответственно, 2. Ну вот, это первый вариант, да. Второй вариант – это односторонний вариант постановки подсолнухов, когда вы поставите, причем не просто односторонний, вы можете это сделать разными выбросами, да, какой-то подсолнух поставить повыше, какой-то подсолнух поставить, наоборот, пониже. Вот можно поставить вот таким образом, да, посмотрите, да, тогда у вас уже будет пример одностороннего букета с подсолнухами, а этот вы можете вот сюда поставить. Вот второй вариант, как вы можете поставить. Посмотрите, какой получается у вас большой и объемный букет. Такой букет даже можно использовать как и подарочный вариант для букета. То есть вы можете поставить так, как вам нравится. А мы как будем ставить? Ну, я хотела, честно говоря, изначально поставить по треуголке. Давай. Но вы можете выбрать вариант, который вам больше нравится. Да? Соответственно, вы ставите подсолнух на передний план, вот четко посерединочке, чуть-чуть его утопить. То есть мне нравится, когда все-таки стебель цветка закрыт зеленью. Да? Вот мы закрыли зеленью, и вы не видите. Так, его закрепим. Вот посмотрите, мы выбрали вот такую постановку, мы даже не стали на заднюю стенку ставить эти 2 подсолнуха, то есть мы его сделали все-таки более таким развернутым на покупателя. То есть вот такой получился у нас красивый овал. На этом вы, в принципе, можете закончить свой букет, да, но завершив его соответствующей упаковкой. Но мы решили вот для разнообразия, для красоты, чтобы понять, что подсолнух тоже прекрасно сочетается с другими цветами, мы решили добавить клематиса. Вот 2 веточки такие. Мы поставим его где-то в серединку. Очень осторожно работает здесь клематисом, потому что у него очень тоненький стебелек. Очень. Поэтому нужно быть с ним очень осторожным. Клематисы сейчас есть практически на всех базах и в очень даже доступной, на мой взгляд, цене. Несмотря на то, что это довольно элитный цветок. Стоит он в районе 100-120 рублей за штуку. В салоне. В салоне. У нас. Да. Другие сказать не можем. Ну вот, посмотрите. Ну, да, мы клематисом подчеркнули прям выброс. Вот этот да, мы подчеркнули зелени. Выброс. Так, очень осторожненько. Лепесточек, стебелечек настолько тоненький, что хочется его завести и нигде не сломать. А можно такой букет поджать, чтобы он поуже был? Можно. Вот, посмотрите, вот. Вы можете вот так. Нравится вот так, что вот. собранный. Можно вот так поджать. То есть вы просто переместите при той же самой спирали, вы просто переместите чуть-чуть повыше анкор. Вот у меня, допустим, видите, он был здесь перехвачен, вы просто вот сюда его переместите и все. Либо вы можете его еще дополнять и дополнять. Да. Можно 2 ветки калины взять, можно использовать другие ягодки, рябина, если у вас есть, вибурнумы, синий можно добавлять. Очень... И синим желтое тоже красиво будет смотреться. Можно добавить краспедию в такой букетик, она тоже подчеркнет желтизну вашего букета, так как здесь основной цветок желтого цвета. То есть желательно, если вы хотите добавить, желательно добавлять не какие-то другие крупные цветы, а добавляйте вот именно какие-то мелкие, как аксессуары, клематисы, краспедию, колоски, камыши, потому что все-таки основную роль в этом букете у вас будет играть подсолнух. То есть это не осенний букет
с подсолнухами. Это осенний букет из подсолнухов. Да. В этом и заключается разница, что вы все другие цветы используете как дополнение к основному цветку. Потому что когда у вас будет осенний букет с подсолнухами, тогда вы его вставляете между другими крупными тоже цветами. А здесь у нас немножечко другая задача. Мы упаковали наш букет, мы использовали здесь плотную бумагу листовую и пленку из рулона. Пленка очень тоненькая, поэтому ее лучше использовать как внутреннюю окантовку букета, потому что она иначе падает из-за тяжелых листьев и теряет форму. И украсили лентой. Ну вот. Такой букет готов. В принципе, по цене он получается около 2000, хотя посмотрите на фоне человека, видно, что он достаточно объемный и габаритный. Такой букет даже можно от класса подарить. В принципе, такие букеты актуальны не только на 1 сентября и на школьные праздники, но и в течение всей осени.